see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим ЦАП-усилитель от компании Fosi Audio, получивший название SK02. Я уверен, вы наверняка его видели в моих предыдущих обзорах на разные наушники. Я использовал его несколько недель, чтобы хорошо протестировать в полной мере и поделиться моим опытом эксплуатации. Он поставляется в очень небольшой стандартной коробке, где по сути нету никакой информации об этом устройстве, кроме как вот этой наклейки. Поэтому давайте не будем тянуть время и сразу перейдем к распаковке. Мы здесь получаем усилитель для наушников, USB Type-C кабель вот с таким переходником и пользовательский мануал на разных языках. И все-таки мне нравится то, как выглядит данный усилитель. Он весит 380 грамм, и на лицевой панели у него здесь есть две кнопки. Одна отвечает за переключение режима усиления с низкого на высокий, а вторая переключает режим USB на оптику. Для этого здесь есть яркие светодиодные индикаторы. И снизу вот тут есть еще дополнительные, которые отображают частоту дискретизации, PCM, так и DSD. Это будет либо 64, либо 128, либо 256. И это максимально воспроизводимый формат DSD на этом устройстве. А цельная металлическая ручка здесь круглая и имеет бесконечное вращение и тактильные приятные щелчки, которые можно почувствовать и даже услышать при повороте ручки. И можно нажать на нее вот так вот один раз, чтобы воспроизвести или поставить музыку на паузу. А если нажать ее и удерживать, то можно полностью выключить питание. Из необычного вот тут расположен фиолетовый индикатор уровня громкости, который мигает при воспроизведении именно низких частот в треке. И это довольно необычное зрелище, я вам скажу. Давно такого не встречал. Можно первое время удивляться и наблюдать за ним. А вот на задней панели есть три выхода, а именно USB Type-C для подключения, например, комплектного хорошего кабеля, а также один оптический выход и порт AUX 3,5 мм для вывода аналогового сигнала. А спереди находится стандартный 3,5 джек и балансный выход на 4,4. А вот цапик нам тут поставили, наверное, уже всем знакомый. Это ESS 9038Q2M с отдельным операционным усилителем SGM8262. А вот выходная мощность на высоком усилении составляет 280 мВт на 3,5 и целых 1100 мВт для балансного выхода на 4,4. Поэтому раскачает ваши внутриканальные и полноразмерные наушники он в легкую и с очень большим запасом и отличным контролем, поэтому за это тут можно даже не переживать. И советую вам сразу переключиться на высокое усиление, так как даже в таком случае усилитель остается лишь слегка теплым, даже после длительных сессий. Зато мы получаем намного больше мощи, хотя первое время, как я его получил, я слушал только на низком усилении. И даже в таком случае он без проблем раскачивал что планарные наушники с большим запасом, впрочем, как и предыдущие небольшие цапики, на которые я тоже делал обзоры. И я порой, честно говоря, удивляюсь, когда слышу, что у кого-то там что-то цап недораскачал. Такое чувство, что многие просто привыкли выкручивать громкость на максимум, и это меня на самом деле очень пугает. Поэтому будьте аккуратны, друзья, берегите свой слух. Ну и понятное дело, этот цап без проблем работает и определяется, что на Windows, macOS, Android и iOS. Никакие драйвера дополнительно к нему ставить не нужно, все подхватывается автоматически. Хотя вот если бы добавили поддержку ASIO драйвера, было бы вообще отлично. А вот теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этого устройства, которое имеет отличные измерения, с которыми более подробно можно будет ознакомиться на официальном сайте Fosi Audio. Я специально оставлю ссылки в описании, чтобы сейчас не тратить время на разбор всего этого. И я лучше начну с того, что я протестировал с ним как различные планарные внутриканальные наушники, так и гибридные и динамические полноразмерные наушники в разных ценовых категориях. И по сути все последнее время я пользовался только ими, отслушивал все наушники на нем.
так как он предлагает нам отличную прозрачность и превосходную локализацию широкой стереопанорамой с буквально кристальной четкостью и выдающимся разрешением, нисколько не уступая моему Topping G5, да и частотная характеристика у него по измерениям абсолютно линейная, как и должно быть на современных источниках, и я надеюсь, вы со мной согласны. А общая звуковая подпись тут не ощущается какой-то аналогово смягченной и теплой, а имеет больше уклон в ту самую холодную мониторность, что я очень одобряю. И абсолютно точно могу сказать вам, что данный усилитель не старается внести что-то от себя в сигнал. У него абсолютная, какая должна быть нейтральная, честная звуковая подпись с хорошей техникой и выделенными атаками, без какой-либо яркости и добавочной теплоты. То есть, опять же, как я и говорил в предыдущих обзорах на ЦАП усилители, все тут будет зависеть от ваших наушников, которые вы собираетесь подключать к этому отличному, а главное мощному источнику, который вам позволит использовать без проблем что планарные наушники, например LED Shure S15 или Hidis MP145, и они будут звучать на нем очень правильно, с потрясающим контролем и техничностью, и по атакам, и по переходным процессам тут тоже будет полный порядок. Ну а что уже говорить там о гибридных наушниках, которые тут также раскрываются как полагается, и данный ЦАП нисколько не сковывает и не пытается замылить каким-то супер магическим образом звучание ваших наушников, что особенно порой прикольно слышать от некоторых аудиофилов, и надеюсь, вы понимаете, к чему я веду. Поэтому вывод по этому ЦАПу у меня получился такого: Fosi Audio SK02. Это отличный, очень качественный ЦАПик за небольшую и приятную стоимость, с потрясной мощностью и максимально взрослым нейтральным звучанием. Все, что вам дальше останется сделать, это найти хорошие наушники и наслаждаться музыкой. Но помочь с выбором наушников вам наверняка помогут мои обзоры. Ссылка на покупку этого ЦАПа находится в описании под видео. Не забывайте ставить лайки, писать ваши комментарии, я всегда всем отвечаю, и подписываться на мой канал. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!